Рассказы у камина. Ясновидящий кот или гороскоп на сутки. О том, что кот может прогнозировать и предупреждать о плохой ситуации на сутки, я убедился окончательно. Как кот угадал 4 цифры в лотерею, я уже писал. А вот технология прогноза на сутки выявлена мною недавно. Выявлена она из опыта и жизненных обстоятельств. Обычно кот провожает меня из дома. Он проходит за мной в коридор и смотрит, как я одеваюсь и выхожу из квартиры. Перед выходом я ему говорю: «Веди себя хорошо, остаешься за старшего». Он молча внимает и уходит в комнату. Но бывают, редко, но бывают дни, когда он проходит в коридор и садится у дверей. Сначала я не придавал этому значения, но впоследствии образовалась определенная связь в кошачьих проводах из дома. Мелкие неприятности я не буду излагать, а 2 серьезные опишу. Вот первый случай. Выхожу из дома на работу. День предпраздничный. После работы планирую пойти с коллегами в бар. Кот проходит к двери и садится. Он мешает мне выйти из квартиры. Я тороплюсь, отгоняю его в коридор и бегом на работу. И что бы вы думали? После работы я в баре потерял кошелек. Конечно, домашние на полном основании считают, что я пропил такую значительную сумму. Или еще чего круче. А мне надо было не брать лишних денег на работу. И потеря кошелька была бы просто малой неприятностью. А вот второй случай гораздо серьезнее. Мне позвонил товарищ и попросил его встретить в аэропорту. К этому времени к предупреждениям кота я относился серьезно. Была нерабочая суббота, я направился к выходу из дома, а кот уселся на пороге. Я взял паузу, поразмышлял и поехал встречать на общественном транспорте, а не на машине. Я встретил своего товарища из аэропорта. Мы благополучно приехали домой на такси. Через 3 дня я захожу в гараж, делаю осмотр машины перед поездкой и вижу, что в бачке тормозной жидкости пусто. Да, конечно, в день встречи моего приятеля, когда бы я завел двигатель, сигнальная лампа показала бы мне проблему. А если бы нет? У тормозной системы машины я выявил течь. Она была у тормозного шланга, и поездка могла бы закончиться резким ее разрывом и отказом тормозов. Сейчас я на полном основании следую прогнозу кота. Да и бывает это крайне редко. Если он не выпускает из дома, а идти надо, я меняю полностью маршрут, оставляю лишние документы и так далее. То есть полностью стараюсь изменить матрицу состояния ситуации. В этом случае проблемы за день не происходят. Вот так кошачий прогноз я и воспринимаю. Если не пускает и можно не выходить из дома, остаюсь и занимаюсь другими делами. Ну а если необходимо выходить, я как шпион полностью меняю алгоритм решения задачи, для которой я и выхожу из дома.